Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина и я кочую по миру. В этом видео я сняла наши последние приятные дни в Таиланде. Мы съездили в небольшой уютный город Лампанг, который находится в 100 километрах от Чангмая, арендовали машину, чтобы с кошкой добраться до Бангкока, где провели пару дней и улетели из Таиланда уже надолго. Сегодня немного пасмурно, надеюсь, дождь не начнется, потому что ехать нам до первой нашей локации где-то 1:40, и не хотелось бы на полпути словить дождь. Остановились на заправку, заправляем наш байчик и едем дальше. Мы остановились прикупить личи. Сейчас сезон личи, и повсюду на дорогах расставлены вот эти личи. О, какая красота! Обожаю останавливаться у таких лавок и покупать всегда сезонные фрукты. Не всегда цены ниже, чем где-нибудь на рынке в городе, но это просто как одно из развлечений. Можно по вот таким вот точкам определить, какие сейчас фрукты сезон. Мы наконец доехали до храма. Вот он сзади меня. Очень красивый храм. Здесь все в лошадках, в конных повозках. Вообще мне на самом деле их очень жалко, потому что на улице дикое пекло. Просто невероятная жара. Показывает 36, но мне кажется все 40, по крайней мере по ощущениям. Давайте прогуляемся в сам храм. Wat Phra-That Lamphang Luang – один из важнейших храмов Северного Таиланда, расположен в 20 километрах от города. Храмовый комплекс сохранил классическую архитектуру Лана. Известен древний чеди, в которой хранится реликвия Будды. Храм был основан в 13 веке во времена расцвета королевства Лана. Атмосфера на территории храма спокойная и с красивым видом на храмовый двор. Не знаю насчет платный сюда вход или бесплатный, я не посмотрела, прежде чем мы поехали, но у них тут такая стоит корзиночка, и они собирают обязательный донейшн в виде 40 бат. Жара просто невероятная, слушайте. Север Таиланда в апреле и в мае — это просто адский ад. И это нам еще повезло, здесь нет смога, были дожди, были сильные ветра, и поэтому как такового не было смога. Сейчас отличный воздух. Для Чангмая, мне кажется, это прям вообще что-то невероятное. На эту неделю на все обещают сильные дожди. Я надеюсь, что температура спадет, потому что сейчас просто адски жарко. Просто у меня телефон, я пытаюсь снимать на телефоне какие-то близкие кадры там в 4К, все, он просто сразу же умирает у меня. Храм совершенно небольшой, обойти его где-то, я не знаю, минут, наверное, 3-5, если будете разглядывать детали. Ну и на этом все. Мы сейчас поедем обедать в центр Лампанга, уже до туда нам ехать где-то 20-25 минут. Там мы пообедаем и уже будем гулять по центру города. Жара разгулялась не на шутку. Доехали до центра Лампанга, забурились в кафешку. Сейчас будем здесь пить кофе. Неплохая кафешка. Кофе здесь плохое, мне не понравилось. А вот еда очень даже ничего. Вот такая тарелка с лососиком. Я уже тут съела половину. Рис, здесь овощи и фрукты. 185 бат. С погодкой нам сегодня явно не повезло. Сначала было дикое испепеление, я чуть пони не двинула, как было дико жарко. Пока мы сидели, обедали и приходили в себя, резко налетели тучи, сверкает молния, гремит гроза. Пока не ливануло, но что-то мне подсказывает, что будет жесткий ливень.
Вот такая туча нас, боюсь, что скоро настигнет. Мы все-таки вышли немного пройтись. Посмотрим, долго ли будем гулять и как поедем обратно. Да, Кирилл? А еще может такое быть, что где-нибудь по пути будет дождь. Что вообще за город такой Лампанг? А это один из старейших городов северного Таиланда, расположен примерно в 100 километрах от Чиангмая. В отличие от шумных туристических центров, Лампанг сохранил атмосферу спокойствия, традиционный уклад и особый колорит. Здесь нет суеты большого города, зато есть древние храмы, уютные улочки с деревянными домами, знаменитые конные экипажи и неторопливая жизнь, которая позволяет прочувствовать настоящий Таиланд. Для нас Лампанг стал приятным открытием, и я бы рекомендовала включить город в маршрут по северному Таиланду. Мы приехали в Лампанг из Чиангмая на один день, о чем я очень пожалела, так как всего мы не посмотрели. Поэтому рекомендую не совершать нашу ошибку и остановиться здесь хотя бы на 2 дня, чтобы днем исследовать достопримечательности, а вечером прогуляться по ночному рынку. Посмотрите, какие классные старые дома. Они в них продают всякие хендмейд, свои штучки ручной работы, много всяких художников, ремесленников. Очень это, конечно, классно выглядит. Мне чем-то это местечко напоминает Луан-Прабанг, но мне на самом деле север Таиланда часто напоминает Лаос, север Лаоса. Архитектура у них как будто бы похожая. Красивые здания. Здесь еще так тихо, так спокойно. Смотрите, какая красота. Здесь как тайская чайная. Красивый сад. Вообще сюда, наверное, имеет смысл приехать на ночь. Здесь не то чтобы много чем есть заняться, но прикольно погулять по ночному рынку. Чтобы потом не ехать по темноте обратно в Чиангмай, лучше, конечно, заночевать здесь. Может, еще куда-нибудь прокатиться по каким-то достопримечательностям. Здесь есть еще, наверное, минут 20 очень классный храм. Мы до туда сегодня уже, естественно, не успеем доехать. В общем-то, покататься. Здесь очень красивенько. Погулять по ночному рынку и уже, допустим, на следующий день ехать в Чиангмай. На Google картах нашла симпатичную кофейню, где заодно продаются всякие крафтовые изделия. Посмотрите, какие здесь классные всякие крафтовые штучки, посуда, всякие украшения. Здесь явно классный кофе должен быть. Спросили, потому что на каких зернах, какой обжарки сделать. Сейчас попробуем. Какую красоту они нам принесли. Вот такая вот тейковая штучка. А вот тебе. Кока-кола. Еще и с печенькой. Еще и с водичкой с какой-то. Вы посмотрите. Это вообще как? Вот такая красота. Здесь еще такая музяка играет. Это просто капец. Это такой чил. Ну, собственно, вот и дождик пошел. Кирилл пошел спасать наши шлема. О, у нас есть с собой дождевики. Может быть, он сейчас пройдет, но если нет, то придется ехать под дождем обратно. Лампанг — классное местечко. Мне жаль, что мы здесь, конечно, очень мало времени провели. Во-первых, мы поздно выехали, надо было раньше выезжать. Жара это дикая. В общем, мало времени мы провели здесь. Хочется прям целый день погулять, побольше мест посмотреть. А сейчас плюс еще и дождь собирается, поэтому мы решили, что все, мы уже вдоволь нагулялись и поедем сейчас уже обратно в Чиангмай. Место прям супер локальное. Мы здесь вообще единственные, кто белый. Я не знаю, возможно, тут есть какие-то китайцы, но, в общем, только одни азиаты. Вообще европейского вида людей нету ни одного. И классно, прям очень интересное место.
Добрались мы обратно до Чангмая. Это, считай, наше, наверное, последнее мотопутешествие. Очень грустно нам на самом деле уезжать. Полетим с кошкой. Сначала будем ехать из Чангмая до Бангкока. Проведем несколько дней в Бангкоке. Потом уже оттуда будем улетать. А улетали мы в Тбилиси. Чтобы добраться до Тбилиси, сперва нужно было доехать из Чангмая до Бангкока. В Таиланде с этим нет проблем. Как всегда, арендовали машину. За аренду авто за 3 дня заплатили $105. Плюс возврат в другом месте стоил еще $152, и возвращаемый залог 5000 бат, это около $150. Доехали до Бангкока и остановились в Ибис Бангкок Сатурн. Уже не первый раз останавливаемся в этом отеле. Нормальный отель, чисто, тихо, подземная парковка, хороший завтрак и отличное расположение. Но самое главное, можно разместиться с питомцев без дополнительной платы. Стоимость ночи $44. В Бангкоке мы уже, я не знаю, мне кажется, раз 6-й. Я потеряла петличку в Индии, новую пока так и не купила. Мы сейчас идем просто вдоль дороги, и здесь так шумно от дороги, именно от проезжающих машин и байков, которые выхлопной трубой гудят, как не знаю кто. Очень люблю этот город. У меня есть 2 небольших выпуска уже из Бангкока, что мы смотрели там до этого. В этот заезд у нас было пару дней до вылета, и мы просто послонялись по району Ватхана. Хотели сходить в какой-нибудь модный руфтоп, но было лень и много работы. Первый раз мы прилетели в Юго-Восточную Азию, и конкретно в Таиланд. Это как раз где-то чуть больше 2 лет назад. И я помню, как только мы первый раз прилетели в Таиланд, когда мы вышли из аэропорта и типа, о боже, я попала в какую-то сауну. Было так душно, так жарко, просто невыносимо. А сейчас уже пожив в Азии, объездив здесь все, даже самые жаркие, пиковые, там в апреле в каком-нибудь. И уже, конечно, погода совершенно по-другому ощущается. Уже в каких-то местах даже начинаешь мерзнуть. Такой плюс 25, это уже холодно. Вечером, и если чуть повыше, это прям дико холодно. И раньше, конечно, так не казалось. Сейчас температурные режимы вообще по-другому ощущаются. Плюс я сейчас научена везде, практически в Юго-Восточной Азии, по крайней мере, Таиланд, Малайзия, очень-очень сильно холодно в помещениях. Поэтому, когда мы знаем, что нам предстоит посидеть немного в кофейне, надо будет отправиться в торговый центр, в аэропорт, в какие-то места, я всегда надеваю кроссовки, носки, беру с собой толстовку, потому что иначе больше там 20 минут я не могу находиться. Боже, как холодно, это просто жесть. Они врубают кондиционеры на минус 40. Гоняю везде в кроссовках, ну и такая более одетая. Когда только прилетаешь, конечно, ходишь там в каких-то маечках, шлепках. Сейчас уже даже если кроксы надеваешь в ту же кофейню, то уже по-любому надеваешь, берешь с собой носки. Гуляли, решили зайти в кофейню, потому что уже прям солнышко выглянуло. Стало супер жарко, да, и надо сделать кое-какие дела. Посмотрите, какая стилевая кофейня. Здесь нам предложили выбрать зерна. Есть всякие кенийские, лаосские, из Бразилии. Красота какая, интерьерчик вот тут. Такой футуристический. Мы сейчас на 2-й этаж поднимемся. Посмотрим, что там на 2-м этаже. Какая красота, да, Кирилл? Я специально взялась нам лишние 5 дней, чтобы погулять по Бангкоку. На самом деле просто так побродить. Даже не то, чтобы какие-то достопримечательности смотреть, а просто уже вот под конец насладиться, в общем, Таиландом, насладиться моим любимым Бангкоком. И уже в пятницу мы улетаем в Тбилиси. В Тбилиси летели Turkish Airlines. За двоих заплатили $1450. За кошку платили на стойке регистрации отдельно. И, к сожалению, не помню, сколько точно стоило. Я думаю, около $250. Полет прошел хорошо. Туркиши отменно кормят. В Стамбуле была пересадка несколько часов, где мы забурились в их бизнес-зал и плотно поели. Ну а я на этом заканчиваю. Впереди нас ждет новый континент. Ведь, сделав дела в Грузии, мы улетаем в Латинскую Америку. Поэтому подписывайтесь сюда и на канал в Телеграм, чтобы ничего не пропускать. Всем пока и до новых встреч!